Всем доброго времени суток. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня будет такая тема не про мужчин, а про себя, про нас. Давайте сегодня рассмотрим такую тему. Все обо мне. Давайте для начала глянем. Какая вы женщина? Женщина, девушка. А то все это мужчины, а о себе не спрашиваем. Вот сегодня я так решила. Ну, приятного просмотра. Так, кто же вы? Какая вы женщина? Ну, женщина, конечно, вы, я вам скажу, закрытая. Можете вообще никого к себе не подпускать. Скорее всего, есть мужчина у вас, который, наверное, скорее всего, вас не выбрал. А вы этого мужчину любили. Но между вами есть препятствия, может быть, даже расстояние. Понимаете? Но вы сейчас на данный период времени, получается, закрыты от внешнего мира. Вы на данный период времени находитесь, именно ваша энергетика такова. Какая еще вы? Ну, я вам скажу, женщина, конечно, вы опытная. За вашей спиной был плачевный опыт. На самом деле, я скажу вам, вы внутри очень эмоциональная женщина, очень любящая, понимающая, добрая, ласковая, верная. Вот знаете, прям, я вам скажу, прям мечта любого мужчины. Но, судя по тому, что у вас такой опыт за плечами, на данный период времени вы стали очень холодная, рациональная. Причем это, как знаете, как новый шанс, у вас новая жизнь началась. Скорее всего, может быть, вы сейчас развиваетесь. Кто-то может сейчас начать после таких вот перемен жизненных, ушел именно в карьеру, зарабатывать деньги, как-то о себе заявить миру. Но и сейчас, например, вас мужчины, я вам скажу, остерегаются, потому что вы сейчас на данный период времени стали очень холодной, рациональной. Теперь на данный период времени вы больше контролируете свои эмоции. Вы сейчас менее эмоциональная, хотя были раньше очень эмоциональной, открытой. Ну, получается то, что, скорее всего, я так понимаю, с этим мужчиной, да, конечно, он из вас сейчас превратил такую женщину серьезную. Возможно, вы работаете в мужском коллективе. Ну, такой вот характер стал такой жесткий, мужской. Помимо этого, сейчас, я так понимаю, то, что вы сейчас одна, у вас сейчас никого нет рядом. Ну, при этом, конечно, возможно, у вас есть ребенок. Возможно. Но, в принципе, я вам скажу то, что вы сейчас, в принципе, в комфортном состоянии. Вам сейчас нравится пребывать одной, свободной. При этом, понимаете, вы сейчас стоите на выборе. Может быть, вы сейчас вот думаете, чем заняться, в каком направлении развиваться. Сейчас это более вас волнует. А что у вас в личной жизни? Ох, как вам тяжело. О, Боже. Я вам, конечно, скажу то, что в личной жизни, скорее всего, у вас были очень сложные отношения. Прям очень-очень сложные. И эти отношения вас убили, внутренность вашу убили, растоптали. Возможно, то, что человек вас предал. Понимаете? И вы сейчас вот начинаете, как будто вот только учитесь ходить. Понимаете? Вот как вот грудничок, да, вот он растет, и потом вот первые шаги. Вот шаг за шагом. Понимаете? Вы сейчас решили уже обнулиться. Ну, я вам скажу, возможно, у вас есть поклонники, да, но сейчас, в принципе, я вам скажу, вы пребываете уже в одиночестве уже долго. Ну, как можно сказать, в одиночестве, да, свободная женщина. Либо еще могу тоже сказать то, что вот с этим мужчиной, который вам причинил боль, инфантильный такой, знаете, много говорю, вы сейчас, кстати, очень самодостаточная женщина. И я вам скажу то, что я не вижу пока, то, что вы мучаетесь. Да нет, вы, в принципе, уже... В принципе, довольны тем, что вы свободны, никого с вами рядом нет. Ну, в том плане, мужчин никто над вами не командует, не доминирует. В принципе, вы довольны своей жизнью. Но вот личная жизнь, конечно, это, я так понимаю, это в прошлом у вас было, и сейчас вы уже начинаете жить по-новому. Хорошо, а что у вас интересно с финансами? Ну, вы сейчас ищете себя. Вы сейчас ищете то направление, да, в котором можно развиваться. В принципе, вы очень красивая женщина, девушка, да, самодостаточная. В принципе, у вас сейчас все есть, все, что необходимое для развития. И
Ну, конечно, внутренний, да, а вот с финансами. В принципе, знаете как, я вам скажу, то, что вы, возможно, работаете через интернет. Может быть, вы блогер. Может быть, работаете, знаете как, за компьютером. Ну вот, возможно, то, что работаете со всем миром, понимаете, на дистанционке. Такое возможно. Но то, что вы сейчас, у вас цель найти себя и развиваться. Интересно, а о чем вы мечтаете? Какие у вас мечты? Ну, знаете, что я вам скажу? Скорее всего, мечты у вас связаны. Возможно, кто-то хочет выйти замуж, создать надежный брак. Кстати, я вам скажу то, что еще у вас очень большое разочарование в любви. Вы больше не верите в любовь, в чувства. Вы сейчас свои границы отстаиваете. Но у вас мечты связаны с каким-то мужчиной, понимаете, ярким, харизматичным, уверенным в себе, который знает, что делает, такой вот. Ну, еще помимо этого, конечно, вы мечтаете получать, вот жить для себя, знаете. Либо я вам скажу то, что мечты у вас, да, сейчас, возможно, тоже еще заработать хорошую сумму денег, да. А сейчас вы пребываете более в такой, в мужской энергетике, понимаете, вы хотите жить для себя. Кто-то из вас мечтает о мужчине, возможно, о прошлом мужчине, возможно, чтобы появился такой вот мужчина харизматичный, с кем было бы хорошо, отлично для создания семьи, либо серьезных отношений. Ну, чтобы либо еще и мужчина, чтобы был, понимаете, самодостаточен. Хорошо. А что у вас интересно с окружением? Кто вас окружает? Ну, я вам скажу, да, то, что вы женщина, ну, конечно, очень сильная, яркая, притягательная, сексуальная. Помимо этого, вы очень общительная. Общительная. Кстати, к вам могут, знаете, мужчины, например, знаете, от того, что вы такая притягательная, энергетика очень сильная, могут к вам притягиваться такие вот интересные мужчины для создания треугольников, понимаете? Ну, какая-то есть недосказанность, есть какие-то тайны, потому что вы очень яркая личность, и вы очень позитивная, вы любите праздники, веселая такая женщина, очень веселая. Но при этом, конечно, вас окружают такие вот люди, которые, знаете, выдают себя не за тех, кем являются. Вот вроде к вам, да, по-дружески, да, возможно, это из ваших кто-то друзей, вот они говорят вам одно, а на самом деле в мыслях совсем другое. Понимаете? Но видят они вас, конечно, очень сильную личность, очень-очень сильную. Хорошо, давайте спросим, что будет в ближайшее время, в ближайшие 3 месяца у вас в личной жизни? Мужчина будет? Ох. Ну, я вам скажу то, что, конечно, я тут не вижу мужчину, но, в принципе, знаете, в ближайшие 3 месяца у вас появится какой-то шанс. Понимаете, это денежный шанс, за который вы будете держаться. Вы вообще, по идее, вы как собственница. И я вам скажу, вы сами вырастете в своих глазах. Вы будете себя ощущать самодостаточным. Вот то, что, понимаете, все, что вам необходимо, у вас это будет все. А мужчина будет, интересно? Ну, то, что вот финансы, либо еще возможно такое, да, ну, вы императрица, вы в статусе императрицы будете. Понимаете? Скорее всего, может быть, вы мать, может быть, понимаете, может быть, кто-то из вас беременный, забеременеет. Но я вам скажу, конечно, императрица это такая карта, да. У нее, видите, есть все, она умеет управлять всеми людьми. Она знает себе цену, она сидит на троне. Но у вас какой-то будет шанс. Шанс будет. Давайте посмотрим совет. Совет от карт. Может, совет от высших сил. Давайте посмотрим, что вам посоветуют карты. Вообще, как вам жить дальше? Что вообще просто посоветуют? Ну, вам знаете, что советуют, да? Хватит пребывать в иллюзиях. Так как вы уже женщина мудрая, понимаете, вы справедливая. Но в этой иллюзии, да? Либо еще, знаете, говорят о том, что у вас выборов очень много в жизни. Вы не знаете, что выбрать, понимаете? Но все равно показывают то, что вы, даже если вам 20 лет, 25, вы мудрая не по годам, очень справедливая. Но говорят о том, хватит пребывать в иллюзиях. Понимаете? Хватит страдать по прошлому. Отпустите, прошлого уже нет. Примите как факт. Понимаете? Уже все, у вас все умерло, вас тот предыдущий партнер, он вас убил уже. Ну, это просто, знаете, как карты говорят, да, то, что вы, женщина, сама по себе очень такая справедливая. И, в принципе, что
у вас с партнером произошло, ну, человек, я понимаю, он вас там предал, да, все произошло по справедливости, то, что сейчас воспринимайте эти отношения, которые у вас были, как опыт, понимаете? Вы там все равно уже выпали женщина, которая повидала много чего в тех отношениях, которые у вас были. И, скорее всего, те отношения были очень длительные, понимаете? Но вам карты советуют то, что с прошлым надо окончательно все ставить точку и не возвращаться, потому что здесь уже все умерло. Нужно уже приходить в себя, как говорится, набираться сил. Но вы и так сама по себе очень сильная личность. Понимаете? Хорошо, и последний раз выложу, что еще посоветуют. Ну все, вам говорят, уже хорош. Вы уже в этом отшельнике, уже ой-ой-ой, понятно, уже все. Набрались опыта, мудрости. Понимаете? Вы долгое время были закрыты. Все время анализировали. Вам говорят, хватит уже, все, пора действовать. Я рада, то, что кто был на моем раскладе. Я вам хочу сказать, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И правда, девочки, хватит уже страдать. Кто там страдает, все никак не может определиться с прошлым партнером. Вы сами видели карты, то, что карты говорят, то, что все, хватит пребывать в иллюзиях, хватит тянуть это на себе свое прошлое. Понимаете, это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Нужно ставить точку и жить дальше. Ну, хотя там уже и видно было то, что вы уже окрепли, в принципе, но все равно, конечно, с оглядкой назад. Ну, ничего. Я думаю, то, что уверена, жизнь все равно продолжается. Слава Богу, никто не умер, все живы да здоровы, надеюсь. А вас хочу поблагодарить, дорогие мои гости моего канала. Также, кто захочет получить личный расклад, заказать, я оставлю в описании свои координаты, свои контакты. Вы можете со мной связаться. Всем спасибо.